Привет-привет! Это «Астрология простыми словами». Меня зовут Саша. Как всегда говорю, подписывайтесь на канал и не пропускайте очередной новый выпуск. И сегодня у нас супер-супер важная тема – это Солнце. Солнце в доме. Что такое Солнце в принципе в астрологии? Именно по Солнцу и идет ваш знак зодиака. То есть технически, что такое знак зодиака? Знак зодиака – это когда солнышко зашло в определенный градус, и вы получились овном, львом, рыбой, девой или кем-то еще. То есть астрологи говорят, кто ты по солнцу, а не кто ты по знаку зодиака, по гороскопу. Поэтому там, где солнышко, это и значит, какой вы знак зодиака. Вообще светила супер важны в астрологии, и практически любой астролог, посмотрев на положение вашего Солнца и Луны, могут сказать, что вы за человек, потому что это очень много может рассказать о любом из нас. Слушайте, начала рассказывать вам про Солнце, и у меня тут Солнце выглянуло, хотя его не было. В общем, приятно, это знак. Ищите солнышко в своей натальной карте. Как это делать, я уже показывала, рассказывала. Там как раз есть пример Солнца. Находите, в каком оно доме. И сейчас я вам расскажу много интересного. Итак, если солнышко в первом доме, это очень крутой показатель. Обычно эти люди рождены рано утром, они очень харизматичные, полны энергии. Надо еще, конечно, посмотреть другие показатели в натальной карте, но очень часто такой человек, он такой как лидер, как предводитель, он ведет толпу за собой. И еще это отличный показатель на то, что папа или муж этого человека такой же яркий, харизматичный и активный. Если Солнце во втором доме, то это все, конечно, про ресурсы, про деньги. Такой человек, как правило, обязательно стремится к хорошему финансовому положению. Он старается и умеет зарабатывать деньги. Плюс это еще на самом деле сильный показатель в женской карте на богатого супруга. Вот напишите мне, кстати, я всегда спрашиваю девушек с таким положением Солнца, как вообще жизнь-то складывается. Есть богатый муж или нет? Если солнышко в третьем доме, то такому человеку, как правило, важно общаться со своими братьями, сестрами. Отлично, если у него будет младшая сестра. Это такая компенсаторика. Такой человек обычно хорошо учится в школе. Ему, как правило, везет со школами, с учителями в школах. И когда уже он взрослеет, ему важно продолжать учиться, развиваться и водить машину. Это очень заядлые автолюбители. Если Солнце в четвертом доме, то обычно эти люди очень сильно привязаны к своим родителям, к роду, к семье. На протяжении всей жизни им это важно, не терять связь, не терять семейственность, вот это ощущение своего рода. И это правильно для них. У мужчин с таким положением Солнца это может давать скупость, а у женщин при положении, что Солнце в четвертом доме, их муж может быть для них как отец в дальнейшем. То есть вот такие вот взаимоотношения. Если Солнце в пятом доме, то здесь такое все эгегей, веселье, тусовки, развлечения. Часто мужчина с таким положением Солнца очень долго не женится, любит женщин, любит вообще свободный образ жизни. У женщин с таким положением Солнца, как правило, классный отец, он такой веселый, компанейский. Еще это положение Солнца может говорить о том, что у человека довольно поздно появятся дети. Если Солнце в шестом доме, то, как правило, такой человек живет в обстоятельствах большого количества работы. Он много-много трудится. И еще важно именно при таком положении Солнца работать не на себя, а работать на кого-то и официально обязательно. Иначе это будут какие-то болезни возникать, если человек не трудится и много не работает. Плюс ко всему это дом здоровья в том числе. Важно следить за своим здоровьем. А как компенсаторика здесь домашнее животное, потому что это тоже дом домашних животных. Причем солнышку в шестом доме нужна именно собака. Собака, причем собака дорогой породы. Тогда будет гораздо проще и легче жить.
Если солнышко в седьмом доме, это дом партнерства. В женской карте это очень хорошее положение, указывающее на то, что у нее, скорее всего, будет очень успешный супруг и вообще гармоничные взаимоотношения с ним. В мужской же карте принято считать, что это говорит о проблемах с отцом, о конфликтности этого человека, о том, что он, в общем-то, будет себе искать в течение жизни врагов сам. Но, повторюсь, нужно смотреть на всю натальную карту. Если Солнце в восьмом доме, тут я могу много рассказать, потому что мое Солнце в восьмом доме. И это считается, конечно, самым сложным, наверное, положением Солнца, потому что это дом кризисов, дом трансформаций. Что тут можно сказать, даже исходя из собственной жизни? Это положение, когда ты очень комфортно себя чувствуешь в кризисных ситуациях, когда ты тот самый человек, который не паникует, не бежит, не прячется, а встает и говорит: сейчас все решим, сейчас все сделаем и устроим. Это характерно для людей с положением Солнца в восьмом доме. Это еще чужие деньги. Действительно, в жизни так часто складывается, когда тебе кто-то помогает, либо тебя кто-то содержит. То есть когда к тебе приходят через разные источники именно чужие деньги. То есть они у тебя есть, но формально они не твои. Это может быть наследство, одобрение кредитов разных, там, подарок, просто помощь какая-то. Это тоже работает. Часто это говорит о том, что отец военный, у того, у кого солнышко в восьмом доме. Это тоже правда, у меня отец был военный. Либо вторая история, что ты его часто можешь рано потерять. И это тоже в моем случае сработало, потому что мой отец ушел достаточно рано. В целом же, как бы люди не боялись восьмого дома, на самом деле обладатель Солнца в восьмом доме, конечно, как правило, это человек глубокий, да, он может в себя впадать куда-то, в кризисы, в какие-то в самокопания, но другая сторона этого – это постоянная трансформация. Человек всегда выходит, как птица Феникс, из любой сложной ситуации, из любого кризиса он встает и идет дальше. Если Солнце в девятом доме, это один из моих любимых домов. Это дом путешествий, высшего образования, бесконечного развития и всего статусного. Человек с таким положением, как правило, учится очень много, он постоянно развивается, он постоянно растет. Это умное солнце. Именно у Ломоносова было такое солнце в девятом доме. В женской карте это еще показатель на мужа иностранца, потому что девятый дом – это все иностранное. Если Солнце в десятом доме, это очень крутое положение, лучше, наверное, только первый дом, если Солнце в первом доме. Как правило, это говорит о большом успехе во взрослой жизни, о том, что ты добьешься очень многого, у тебя будет какой-то очень высокий статус, положение. Это очень классное положение. В женской карте часто говорит еще о таком же муже, что муж тоже может быть высокопоставленным, очень успешным человеком, либо отец. Отец у такого положения Солнца тоже, как правило, изначально какой-нибудь начальник, босс. Часто положение Солнца в десятом доме уже в детстве дает о себе знать. Это характерные дети, пробивные, которые просто добьются своего всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Если солнышко в одиннадцатом доме, это самые компанейские, общительные, дружелюбные люди, душа компании. Обычно у этих людей очень много друзей, их тяготит одиночество, они не любят быть сами с собой. Еще, как я заметила, часто у людей с таким положением Солнца бывает находится работа благодаря друзьям, благодаря знакомствам. То есть они общаются очень много, их там позвали, здесь позвали в какой-то проект. И еще это хороший показатель на славу и известность. Ну и Солнце в 12 доме. Это полная противоположность вот предыдущему Солнцу, которое в 11 доме. Эти люди, наоборот, про уединение, про созерцание, про то, чтобы побыть наедине с собой, подумать, уединиться. Их, наоборот, тяготит, как правило, большая компания, общество. Есть такой момент, что именно из-за такого положения они рискуют попадать в какие-то места, где человек сам с собой, такие как больница, тюрьма, там, я не знаю, монастырь. То есть места, где ты волей-неволей можешь остаться только наедине с собой. Но это такая минусовая история.
Еще у таких людей, у кого Солнце в 12 доме, часто отец или муж работает где-то далеко, в морях дальнего плавания, или это закрытые структуры, ФСБ, МВД, что-то такое, то есть силовые какие-то. Вот. Это было солнышко в домах, общая характеристика того, какой человек, имея Солнце в том или ином доме. Пишите опять, насколько совпадает или не совпадает с вами. И до нового видео. Пока-пока!